Да, я бы аккуратно шел здесь. Жесть, это, конечно... Так что здесь пошли. Планируем... Господи, 5 крыс. Всем привет! Мы в Хошимине, или как его еще называют, Сайгон. Это столица юга Вьетнама, огромный город. Я была здесь 2 года назад, но, если честно, я не помню ничего, кроме крыс. Боже, сколько байкеров. Просто. Здесь очень шумно. Сумасшедший трафик. Много людей. Все куда-то едут, все сигналят. Это тяжело, на самом деле, после поездки в Далат, где было 3 землекопа или где было 3 человека на 1 квадратный метр. Нет, там тоже были, конечно, туристические места, но даже не близко, как здесь. Сегодня пятница, у меня есть несколько часов до работы, поэтому я решила прогуляться по городу, посмотреть, что он из себя представляет, сформировать какое-то более целостное мнение, посмотреть, нравится ли мне здесь, захочу ли я здесь остаться жить, сколько здесь стоит жизнь, цены в целом, какая здесь еда, какая атмосфера. Поэтому, о боже, ну меня уже чуть не переехала телегой, поэтому посмотрим, как пройдет сегодняшний день. Так, заселились в новую квартиру в Хошимине. Здесь спальня. Так, вот коридор. Здесь такая кухня, плита, стиралка. Такая ванна, тут все еще мокрая пока. Только что была уборка. Ну, в целом стандартно. Есть кулер, достаточно удобно. И там спальня, я уже показывала. Квартира находится в центральном районе Хошимина. Отсюда очень удобно добираться до всех основных мест. И стоила она нам $305 за 9 ночей. Такой Сайгон. 2 года назад, когда я только начала путешествовать по Азии, Хошимин был первым городом Вьетнама, куда я приехала. Я провела здесь несколько дней. И в целом это был 3-й или 4-й город в Азии, который я посетила. У меня было не так много опыта. И единственное, что я помню в той поездке в Хошимин, это крысы. Огромное количество крыс везде. И мой ужас от вида их. Я была еще совсем не привыкшая к жизни в Азии. И справедливости ради, все другие города, которые я потом посетила, и которые я посещала 2 года назад, типа Бангкока, стали намного лучше в плане крыс. Они развели очень много котов, и крыс там сейчас практически нет. И мне очень интересно посмотреть, что случилось с Хошимином. Стало ли здесь меньше крыс? Потому что история была такой, что я вышла пройтись по улочке. И, ну, во-первых, крысы были везде, у меня уже была достаточно расшатанная нервная система. Я выходила на улицу и просто орала из-под каждого пакета мусора, из-за каждого угла вылезала какая-то крыса. Вот. И в какой-то момент я пошла по тихой улочке, сзади всяких кафешек. Там было много мусорных пакетов, и там не было никого. Это был уже вечер, темно. И в какой-то момент я увидела одну крысу, которая вылезла из мусорного пакета. Я вскрикнула, типа, крыса! Из-за моего крика вылезло еще 3 из других частей. Я испугалась, я побежала сквозь эту улицу, и отовсюду на меня начали бежать крысы. Штук, наверное, 9 одновременно, то есть слева направо, справа налево, сзади за мной. Я просто шла, я бежала, я орала, и это привлекало еще больше крыс. В общем, такая история, такие мои первые впечатления от Хошимина были 2 года назад. Я надеюсь, что сейчас они будут лучше.
Посмотрите просто на это количество людей. Господи, 5. 5 крыс. О. 5. Нет, я боюсь! Иди вперед. Офигеть, сколько байков. Да, на самом деле Хошимин ощущается больше как столица, чем Ханой. Из-за того, что здесь широкие улицы, есть какое-то ощущение целостного города. Здесь река, большие небоскребы, бизнес-центры. А Ханой выглядит больше как такой старый город с очень плотной и низкой застройкой. Ну, центр занят административными зданиями, что Да. большими территориями административных зданий, Да. все огорожено, и много военных охраняют это все. Да. Поэтому там как будто не то чтобы много где есть погулять. А здесь ты идешь по городу, вот мы живем, конечно, в первом районе, по-моему, называется District 1. Вот, конечно, здесь много дистриктов, но мы живем как бы в самом центральном. Здесь классно, здесь свободно, здесь приятно гулять, несмотря на бешеную жизнь вьетнамскую. Да. Есть пространство, чувствуется размах города. Чувствуется, что ты здесь. Ну, можешь делать все, что хочешь, у тебя много возможностей, да, наверное, всякого рода. Не только где вкусно поесть, но и что посмотреть, и где погулять, и, не знаю, для какого-то шопинга, наверное, тоже, потому что Здесь очень много торговых центров. очень много торговых центров. Ну, для да, Вьетнама, такой, для Вьетнама. такой огромный, большой город, мегаполис. Да, как бы, конечно, если сравнивать с Бангкоком, в Бангкоке там все утыкано торговыми центрами, но как бы если сравнить Хошимин и Ханой, то, конечно, в Хошимине, в Сайгоне. Я просто не знаю, как его называть. Я думаю, если назову Сайгон, люди не поймут, но я уже привык, потому что все местные называют Сайгон, и со временем ты привыкаешь говорить Сайгон. Вот, это не то, что я выкобениваюсь, так сказать. Да, я понимаю. Здесь везде название Сайгон, Олд Сайгон. Даже вот Сайгон Commercial Bank. Да, Сайгон Commercial Bank. Старое название Хошимина. На самом деле, если сравнивать Хошимин и Ханой, то Хошимин мне, конечно, намного больше нравится для жизни. Если бы у меня был выбор между только этими двумя городами, я бы выбрала Хошимин. Я чувствую себя здесь более свободно, мне здесь просто комфортнее находиться. Ну, во-первых, опять же, абсолютно разный климат, потому что в Ханое зимой холодно. Ну, мы приехали, как холодно. Я, конечно, понимаю, что если у тебя на улице минус 30, для тебя там 10 градусов, это не холодно. Как бы, но сейчас здесь типа 30 градусов. А в Ханое может быть 10 градусов, там вообще спокойно, там было холодно, мы там замерзали, приходилось надевать кофты. Кофты? Ого! Да, остался слепок старого дома. Здорово, что его оставили. Мне кажется, это ненамеренное решение, вот естественно. Кстати, наконец-то в Хошимине достроили метро. Когда мы были здесь в прошлый раз, в 2024 году, метро еще не работало, но сейчас появилась первая ветка, по-моему. Вот вход в метро, кстати. Вот вход в метро, да. Зашли в какой-то парк. Там скульптура разувающегося солдата. Вообще, вьетнамцы очень патриотичные люди. И я помню разговор одного вьетнамского дедушки, и турист ему что-то начал спрашивать, а вьетнамец спросил, откуда он говорит, я из Америки. И вьетнамец такой, Вьетнам бит? Типа, мы победили вас? Мы вас победили, но американец, конечно, ничего не понял, но это было очень смешно. Мне кажется, здесь патриотизмом и гордостью пропитано просто все общественное пространство. Стою, короче, в пробке на байке, сейчас подъехал вьетнамец, говорит, ну что, нормально, типа хорошо, палец вверх показывает, я говорю, да, классно поют. Как они, конечно, гордятся вообще. Ой, так много. На самом деле очень популярно, что у вьетнамцев несколько собак одной и той же породы. Вот здесь было 4 собаки одной породы, я не знаю, какая порода, но до этого я видела 8 или 9 французских бульдогов одинаковых, вот, которые выгуливал парень.
Также видела несколько пуделей. В целом здесь 2-3 собаки. Это такая стандартная история. Они есть практически во всех кафешках. Вот. И вообще они очень воспитанные, за ними очень следят. И у меня ощущение, что собаки здесь тоже пропитаны коммунистическим рабочим вайбом. Они не лают, они не бросаются на людей, они просто охраняют и выполняют свои какие-то собачьи функции. Вот, в общем, собаки здесь классные. Что люди в Хошимине возят на своих байках. Жесть. То есть это такой район для экспатов, специализирующая программа для экспатов Северной Азии, как можно сказать. Да? С богатых стран азиатских. Да, Корея, Япония в основном, я думаю, Китай тоже, какие-то богатые китайцы тоже. Вон Изакая, всякие корейские места, но в основном японские. Я думаю, что в целом корейцы и японцы, они любят вот эту историю с девочками, именно с компаньонами. То есть, возможно, то есть по-разному, конечно, бывает. Ну, то есть для них вообще, у них вообще популярна культура, сколько мне известно. Что ты берешь, платишь какой-то девушке, и она, вот красивой девушке платишь, она с тобой ходит везде и кушает за твой счет, а ты хочешь с ней, типа тебе прикольно. Вот я сразу скажу, у меня, конечно, красивая девушка, но я сразу скажу, что я не такой человек, и мне это непонятно глубоко. Вон там девчонки, которые начали прятаться, когда я проходила впервые. Думаю, что у них там непростой массаж. Раз они так испугались видеокамеры. Ты уверена, что это они так на камеру среагировали? Да, 100%. Оп. Блин, я облилась этой водой. Наконец-то закончился рабочий день. Мы вышли пройтись по вечернему Хошимину. Планируем... Господи, боже мой! Там очень много крыс! Вводим в зоны крыс. Господи, Господи боже, Господи. Вот, ты первый испугался, ты первый их заметил. Вот, короче, план такой. Прогуляться немножко по центру, зайти на Японскую улицу, ту, по которой ходили сегодня днем, посмотреть, что происходит там вечером, ночью. Сегодня пятница, поэтому думаю, что там будет большой движ. Вот, но посмотрим. Очень интересно. Но у меня прям сердечко так скачет, потому что я везде теперь жду, что вылетят крысы. И давай считай, кто успел сегодня сколько крыс увидеть, я увидел 4. Ты увидел 4? Да. Я увидела... Мне снова померещилась крыса, господи. Я увидела, наверное, тоже 4. Вот это первое, у которых хвостик мы увидели. И сейчас 3, пока шли. Вот. 4 крысы. Если я насчитаю 20 крыс, то на обложке этого видео будет крыса. Мы сошлись на мнении, что этому городу нужны коты. Здесь реально котов очень мало. Даже никто не считает возможно из домашних животных. Нормально, потому что все гуляют с собаками, все носят с собой маленьких собачек. Как бы могли бы носить котов, можно собаки. Тем временем мы приближаемся к Японской улице, поэтому сейчас уберу селфи-палку, буду снимать более скрытно. Вот. Надеюсь, будет видно. Вот. Happy hour. Смотри, здесь просто все забито людьми. Давай зайдем. Смотри, затаскивают чуваков. Да, я бы аккуратно шел здесь. Так, мне надо волосы брать. Жесть, это, конечно,
Да, я примерно такого вот и ожидал Да? здесь вечером. Да, если честно. Так что здесь пошли. Оп-оп. 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 Excuse me. Здесь, да, конечно, понятно. Ты типа подсняла? А, ты типа делаешь вид, что... А, я понял. Короче, что мы выяснили? Здесь, ну, примерно то же самое, что мы и ожидали увидеть. Ну, типа того, То да. есть вечером это такая улица, где девочки тебя заманивают в бар какой-то, вы вместе пьете, курите. Вот, а потом дальше идете куда-то дальше. Вот я бы сейчас особо, наверное, не снимал свое платье такое, как у тебя почти. Вот. Ты что? Фасада. Это вообще не такое Ну, по похоже, фасону, и у меня длинное. похоже. Вот, здесь, конечно, люди, да, вот это. Здесь теплая пена, блин. Мы поехали, блин, домой. Да, Вот. ну типа. Вот. Каза, смотри, какая собачка красивая. Хорошенькая. О, О, миленькие, да? давай сюда, стрелу. О, давай. Адидас. Ой, там еще один был. Еще один маленький. Жесть, конечно, здесь это движение собачка. Хорошенькая. Ну, здесь, конечно, это да, такое. Я даже не знаю, как это сформулировать сейчас, просто. Но здесь много девушек работает. Ну да, прямо Интересно очень бы много. понять, было бы интересно с кем-нибудь поговорить из них, узнать про схему, но мне кажется, можно и пизделей получить за такие разговоры с ними. Мне кажется, что да, как Понятно, будто в бы. Таиланде как-то, мне кажется, спокойнее в этом плане. Потому что там как будто это более принято. Здесь как бы у Вьетнама вполне такое, это может быть все, мне кажется, Ну, таком крышевак с какой-то мафией. в полулегальном статусе, поэтому да, если ты встрял, то все, ГГВП. Ну, типа того. Как бы, а просто- быть отпизженным кучей вьетнамцев не очень хочется, если Ага. честно. Вот, ну да, там смотри, прям просто... Ну, да, это Ой, стандарт. нифига себе. Что? И, кстати, у меня что-то упало. Где что-то упало? Крыса? Нет, какая-то фигня. Типа того. Надеюсь, ничего страшного. Надеюсь, тоже. Жесть, ну. Я делала вид все это время, что я считаю деньги. Не, ну конечно, здесь такое прям. Ну, снимать очень страшно на самом деле. Да. Ну, да, потому что я вижу, что они все смотрят на телефон, но из-за того, что я делаю вид, что копаюсь в сумке, все спокойно. Да, сейчас прошли, вон там девчонка с мужиками торгуется. Минута, говорит, $7. Я услышала. Да? Да. Жесть. One minute, $7. У них поведут на тарификации здесь. Не знаю. Вот. Ну, вообще это умно. С индусами я даже не знаю, как. Умно или нет, наверное, да. Типа, ладно, это... Не мне судить, как говорится. Так, ну мы вышли из этого района. Я в целом рассказала о своих первых каких-то эмоциях. Поделись ты своими впечатлениями, мыслями. Ну что сказать, на самом деле понятно, что проституция во Вьетнаме нелегальна. То есть в Таиланде в целом это часть, ну это целая индустрия. Вот. Но хотя я, честно, не знаю полностью легальный статус всей этой истории в Таиланде, но во Вьетнаме здесь это очень такая тема, и люди явно опасаются быть в этом вовлеченными. Поэтому вот, когда она сошла с телефоном и снимала себя, они даже, несмотря на то, что это было понятно, что она снимает себя, они все прятались сразу, скрывались, чтобы лица не было, ни в коем случае не было видно лица. Потому что, я думаю, возможно, это не связано чисто, что, боже, моя семья увидит это. Это скорее связано с тем, что у тебя могут быть реально проблемы с законом. Вот, и ты можешь сесть, наверное, в тюрьму за это. Вот. А так, это очень интересно. Видно, что спрос большой. Очень много азиатов, туристов в этом регионе. И европейцев в том числе. Сам район имеет такой формат. Какие-то улицы такие больше, скорее, бар, стриптиз, массаж, проституция. Там в отеле есть. Типа снять отель можно какой-то, типа Peace Hotel, да? Или типа что-то типа того.
А есть места, где просто такие бары интересные, где сидят европейцы, и девушки в том числе, и просто попивают свое пиво. Вот. То есть в целом ощущение, это не похоже на Таиланд. Это, честно, это кукольный театр буквально. Они все в таких каких-то красивых нарядах, все на максимальной косметике, глаза там в пол лица, я не знаю, делают они расширение глаз, ставят ли они линзы или как, но у них у всех глаза, если обратить внимание, они реально заделаны под какую-то такую японско-китайскую моду. Стройных девушек с большими глазами. Видно, что спрос большой, очень большой. Все это интересно. Вообще Вьетнам интересен переплетением вот этой вот пропаганды. Типа вот, мы все там что-то делаем, 14 съезд партии у них сейчас скоро будет. Там стремимся в светлое будущее, и там вот эти вот женщины, пилоты, полицейские на плакатах. И потом ты заходишь в какой-то такой райончик, где проституция, вот, где торгуют наркотиками. И ну, все это как-то уживается и сосуществует параллельно вместе. И как будто бы не подпольно, а встроено, что интересно. Вот. Да, когда мы выходили из района, на нас из черной машины высунулся какой-то вьетнамец, чуть не схватил просто за руку, он там хватал всех и предлагал какие-то тачки купить. Вот, поэтому... Я не понял, что он предложил конкретно, потому что у него был непонятный акцент для меня. Ну да, но мы достаточно быстро прошли, вот, потому что не хотел задерживаться там. Все-таки не очень приятно иметь дело с такими людьми, никогда не знаешь, на кого можно напороться. Да, просто огромный баннер. Он находится с другой стороны реки. Прям жесть, на самом деле. Несколько зданий в длину. Кирилл рассказал мне про новый источник белка, о котором я не знала. Тараканы. Я заметила, что в Хошимине сейчас очень мало тараканов. Мы пришли к выводу, что, скорее всего, их съели крысы. И поэтому крыс так много. Белковые накачанные крысы, короче, наплодили много потомства и съели всех тараканов города. Я смотрю БЖУ таракана. БЖУ таракана? Ну да. Довольно необычный, но интересный запрос. Посмотрим. На 100 грамм 50-65 грамм белка, 15 грамм жира и 5-10 грамм углевода. То есть тараканы очень белковые ребята. Да, кто спрашивал, как им добрать белка? Вот, ребят, действенный способ. Ешьте тараканов. Не советую. Вижу. Малютка, крысютка. 9,8 получается. Еще одну вижу. Жирную такую, огромную. Две. Там было две. Еще одну, да, Вон вижу, две, вижу. Я вижу. 11, 10. Еще одна, 3. Жесть, ты можешь приблизить немножко? На этого Еще одна. большого. Нет, мне кажется, это самое. Это та же самая. Вот это. Еще одна, вон, 2. Я видела. Вон еще одна. 3, 4. Все, они все сбежали. Я не знаю сколько, сложно посчитать. Давай договоримся, что это было 5 крыс. Ну, ты не видела двух последних, которых я видела. Ну, ладно, 14-15 твою пользу. Крыса. Ладно. Вон! Я видел, вон она, вон она. О, вижу. 16-я крыса. Твоя, моя 15. Да, 16-я. Вон еще одна, пробежала, просто. Ты не видела? Нет. Ну, О, вот еще она. одна вижу. Вот она. Вот она. Блин, кошмар. Ты боишься крыс? Я боюсь крыс. Ну, Ладно, я знаю, что ты боишься крыс. Первую крысу мы, кстати, видели здесь, по-моему, или где-то. А нет, раньше еще где-то там. нашу первую Вон, я крысу. вижу еще одну. Я вижу, что ты не видишь. Ну, она уже спряталась. Вот, она нырнула в расщелину. На той стороне, но здесь тоже, видишь, здесь ямы, дырки. Я думаю, они прячутся и живут в этих дырках. Вот. Но она была вот там, на той стороне, достаточно далеко. Вот. Вон, крыса! Да, я видел. 18. 18 крыс.
Женщина По сидела. 19! Это большая крыса, прям. Ты что такой жирный, а? 20! Где? Вот она, вон. Это новое? Смотри, он недобро смотрит на тебя. Приблизь его лицо. Кристина. Очень недобро смотрит на тебя. Кажется, он теперь твой личный враг. Вот смотри. Он такой сидел такой, смотрел. Настя, реально, вот покажи на меня. Вот такой. И нырнул такой. В дыру просто. Еще одна 21-я! Вылезла из 20-я. норы. А, стоп. Какая? 21-я вылезла из норы и вот сюда убежала, в другую нору. Вон еще, я вижу крысу. Не видела? Ну, она Нет. далеко. Да. Ой, да, вижу. Настоящие хозяева города. Это крысы. Еще одна! Вон еще одна, смотри, сидит. Сними поближе ее. Оп. Да, держи путь. Давай я встану, защиту тебя. Давай. Зоны, опасные зоны крыс. Спасибо. Сейчас главное, чтобы справа никто не выпрыгнул с той стройки на меня. Я не думаю. Они, скорее всего, здесь в кустах тусуются. Я все время представляю каких-нибудь зомби-крыс, которые, короче, Ты переиграла в Skyrim какой-то, мне кажется. я мало играла скорее. Ну ладно. Совсем чуть-чуть. На самом деле, во многих играх это популярная... Популярный троп. Это свой. Ну, против. забыл. О, еще одна вон прям сидит. Еще три. Еще. Их три. Они пригодили нам дорогу. Вот банда крыс. Вот что делать? Вот стоят 3 крысы. 4. 5. Господи. 5. 5 крыс. О, Блядь. Давай перейдем на ту сторону. Я не хочу идти. Давай. Можно подснять их получше. Давай подойдем поближе. Они охраняют. Это реально NPC, которые охраняют какую-то территорию. Можешь подснять меня? Нет, я боюсь! Иди вперед. Разберись. Это страшно! Уходите, крысы, уходите, прячьтесь, прячьтесь, крысы! Бойтесь меня, не вылезайте! Блять, она бежит! Так, я хлопаю в ладоши, чтобы все крысы боялись. Крысы, уходите, крысы, я вас не боюсь. Ой-ой-ой. Мусорная зона крыс. Я хлопаю в ладоши, чтобы все крысы ушли и никогда ко мне не выходили. Господи, Как твои ощущения? это было очень страшно. У меня все сжалось. Ты молодец. Ты победила их звуком. Ура! Нам пьют. Вот запах пива в воздухе. На самом деле отчасти прям завидую, потому что они все время шашлыки жарят и выдувают в такую трубу. Теперь у меня шашлычные волосы, наверное, будут пахнуть шашлыками. Да, на самом деле немного даже завидую, потому что это так круто, когда ты можешь собраться большой компанией с друзьями, с семьей, и когда это у вас на регулярной основе происходит. Это очень здорово. Да, учитывая, что цена пива здесь типа 50 центов или 60, типа меньше $1. Ну да, Ты да. можешь каждый день так тусоваться, даже если ты Да, даже да. если ты получаешь вьетнамскую зарплату. Да, да. Да. На самом деле очень круто. У них это очень популярно. Просто так вот вместе сидеть, кушать какие-то простые вьетнамские блюда, пить пиво. Вообще чудесно.